Броуди, молодой человек, любитель путешествовать по аризонским каньонам, и не предполагал, что собаку там увидит. Он даже сначала решил, что это ему мерещится. Или то койот сидел наверху. Однако жалобный визг убеждал его в другом. На горе находился именно песик и скулил испуганно, просил о помощи. Когда Броуди посмотрел еще раз, более внимательно, то вообще обомлел. Там было две собаки. Это значит, что некто бросил своих питомцев в столь неподходящей для них местности. Парень решил залезть на скалу, чтобы спасти несчастных. Но это было очень даже непростым делом. Тем более, что животные уже были достаточно испуганы и вполне могли наброситься на своего спасителя, покусать его. Да никакого другого выхода в данной ситуации не предоставлялось. Броуди не мог даже и мысли допустить о гибели этих живых существ. И смело начал операцию по их спасению. До собак он, конечно, добрался, но с большим трудом. И тут же наткнулся на взгляд их перепуганных глаз. Собаки смотрели на парня, не мигая. Одна была более крупной, та, что поменьше, пряталась за нею, ища защиты. Через минуту отважный Броуди уже давал маленькой собачке еду, а большая наблюдала за всем этим. Как бы раздумывала, можно ли поверить незнакомому человеку. Затем, когда парень взял на руки малыша и понес его, старший пес пошел за ними следом и не отставал ни на шаг. Уже потом, когда этот спуск на землю закончился, молодой человек обратил внимание на то, как собачки худы. Видимо, одни на скале они просидели долго. И были рады, конечно, что спасены. Их вполне довольные мордашки, смотрящие в фотообъектив, тому верное доказательство. Вместе со своей любимой девушкой, с личным питомцем и двумя найденными собачками Броуди поехал в город. Требовалось показать собак ветеринару и определить, что с ними делать дальше. Молодые парень и девушка были очень рады, даже можно сказать счастливы тому, что спасли двух собак. Не дали им погибнуть. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.